В Грозном 13 октября в перестрелке с силовиками были убиты 4 местных жителя – Магомед Цураев, Рамзан Муртазалиев, Майербек Имамурзаев и Магомед Магомедов. Кадыровцы заявили, что все 4 боевики. Рамзан Кадыров не упустил возможность связать убитых за границей. Якобы прибыли оттуда, ведь по его версии в республике давно не существует вооруженного подполья. ФСБ информировала, что 4 давно была в разработке как подозреваемые в членстве в банде Аслана Бютукаева. При убитых обнаружены рации. Сейчас разыскивают их сообщников. Спецслужбы предполагают, что убитые прятались в лесной части Сунженского района и ищут связь между подпольем Ингушетии и Чеченской республики. Между тем, потери и у ОМОНа. По итогам боестолкновения 2 убитых и 1 раненый силовик. Как сообщило полицейское ведомство, бой завязался, когда кадыровцы попытались проверить дом, где находились сопротивленцы. 2 днями ранее были убиты Казбек Байдулаев и Рустам Бурчашвили. Эксперты отмечают, что в Ингушетии в последние месяцы шла активная охота на членов группы Бютукаева. В начале августа был убит Юсуп Бунгуев, финансировавший Сунженский сектор. Нынешняя спецоперация в Грозном оказалась самой кровопролитной для силовиков, а спящие ячейки подполья показали свою силу. Убитый силовиками в Серноводском районе 11 октября Казбек Байдулаев подвергался пыткам до того, как примкнуть к подполью. Об этом сообщили в правозащитном центре «Мемориал». По данным правозащитников, мужчину неоднократно похищали и пытали кадыровцы в период с 2008 по 2011 год. Первый раз еще 20-летнего его истязали в РОВД Ачхой-Мартановского района, заставили подписать самооговор и осудили на полгода. Защита настаивала, что дело сфабриковано. В 2009-м Байдулаев пережил 2-е похищение и новые пытки. Новый тюремный срок. Освободившись, устроился на работу. Хотел мирно жить, но вскоре узнал, что его ищут, и скрылся. Позже Байдулаев действительно присоединился к подполью, и тогда гонениям подверглась его семья. Дом родителей был сожжен, а они сами изгнаны. Олег Орлов, член Совета правозащитного центра «Мемориал», отмечает, что практикуемые в Чеченской республике методы борьбы с подпольем ведут лишь к расширению его мобилизационной базы. Пример Байдулаева это наглядно показал. Вечером 15 октября в Аргуне на участке трассы Гудермес-Грозный произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Камри» сбил 2 подростков, возвращавшихся с тренировки. Пострадавшие скончались на месте. Судя по информации, опубликованной в блоге Тумсо Абдурахманова, за рулем был водитель Аймани Кадыровой, который также является свояком его дочери Айшат. Участок трассы, где произошла трагедия, хорошо освещен. Там действует ограничение скорости. Полиция не зафиксировала ДТП, хотя оно быстро получило огласку. О нем даже успел написать прокадыровский паблик в Инстаграме, но через короткое время заметку удалили, очевидно, по приказу начальства. Очевидно, родителей погибших заставили молчать. Реагируя на возмущение соцсетей, спикер парламента республики Магомед Даудов сообщил, что ситуация на дорогах значительно улучшилась. Чеченская общественность широко обсуждает ставшие уже регулярными принудительные отречения целых семей и родов от своих родственников, неугодных режиму. Наибольшее распространение эта практика получила в Советском Союзе при Сталине. Дети и супруги репрессированных должны были отречься от родных, чтобы не попасть вслед за ними под расстрел или в камеру пыток. Сейчас эти методы широко применяют кадыровцы. Свежий пример – публичное отречение семьи от критика чеченских властей Саид Хусейна Магомадова. Он сам уверен, что проклясть его и осудить его родных вынудили кадыровцы. По признанию правозащитников и оппозиционных чеченских блогеров, никакого серьезного эффекта подобные акции не оказывают. Их считают театром для одного падишаха – российского наместника Кадырова. Давление на семью – единственный доступный кадыровцам способ наказать своих зарубежных критиков. Так, родственников Тумсо Абдурахманова и Мамихана Умарова заставили отречься от блогеров. В искренность их слов никто не поверил. В Грозном судят чеченцев Микаила Гази Магомадова, Турпала Элида Мельханова и Хасана Исламова. Им предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия и организации незаконного вооруженного формирования. Якобы создав втроем банду, мужчины принесли клятву на верность ИГИЛ и злоумышляли нападать на силовиков. В деле имеются признательные показания, однако подсудимые настаивают, что дали их под пытками и отрицают сказанное. Защита заявляет о фабрикации дела, в котором, кстати, нет ни одного потерпевшего. Последнее заседание суда прошло 15 октября. Как отмечают родственники подсудимых, позиция прокуратуры была крайне слабой. В комитете против пыток рассказали, что чеченцев арестовали в феврале 2019-го и долго истязали, а лишь потом, когда сошли следы пыток, оформили в СИЗО. По словам правозащитников, против силовиков следует возбудить дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия.
Во Франции 16 октября был убит 47-летний Самуэль Пати, преподаватель местного колледжа. Газета «Le Monde» сообщает, что убийца 18-летний уроженец Москвы. Другие источники во Франции публикуют имя Абдулла Канзоров. Полицейские обнаружили его рядом с обезглавленным телом учителя на территории колледжа. Согласно данным полиции, убийца угрожал правоохранителям пистолетом и был застрелен. Мотивом преступления, судя по всему, была демонстрация карикатур на пророка Мухаммада. По данным прессы, 5 октября, рассказывая о свободе слова, учитель показал их ученикам. Однако предварительно попросил выйти тех, кого это может шокировать. Следствие задержало и допрашивает 11 человек. Как передает 18 октября телеграм-канал «Чеченские новости из Европы», министр внутренних дел Франции отдал приказ о выдворении 231 человека из списка С, в котором числятся лица, относящиеся к радикалистам. В течение планировалось задержание 51 человека из данного списка С. Президент Макрон охарактеризовал случившееся как теракт. Власти страны объявили национальный траур.